Когда смотришь на горных козлов, кажется, что они приручили саму гравитацию или научились летать. Эти безумные создания вытворяют такие трюки на отвесных скалах, что у нас всех от этих кадров мурашки по коже. Как они вообще это делают? Сегодня я раскрою секреты этих горных акробатов и расскажу вам, как их древние инстинкты помогают им жить на таких высотах. Посмотрите на этого выдающегося самца. Назовем его первопроходец. Уникальная анатомия первопроходца – это главный секрет его выживания. И начнем мы с его копыт. Снаружи это может показаться обычной ногой, но на самом деле это настоящая природная инновация. Центральная часть копыта покрыта мягкой, но цепкой подушечкой. Эта часть словно резиновая, она адаптируется к любой поверхности. Но не менее важны твердые кромки копыта. Они действуют как крючья, зацепляясь даже за мельчайшие неровности. Задумайтесь, площадь поверхности, на которой они могут стоять, иногда меньше почтовой марки. А теперь представьте, что им приходится удерживать баланс на таких выступах под углом 80 градусов. Но это еще не все. Копыта работают как амортизаторы. Когда козел прыгает или соскальзывает, копыта частично гасят удар. И знаете, что круто? Они умеют чувствовать поверхность, проверяя, насколько она надежна, прежде чем сделать шаг. Это как если бы мы пальцами ощупывали поверхность под ногами, чтобы проверить, можно ли тут безопасно пройти. Когда горный козел стоит на узком уступе, кажется, что он каким-то образом обманывает физику. Но все объясняется их выдающимся чувством баланса. Во-первых, их центр тяжести расположен низко, что делает их устойчивыми даже на крутых склонах. Во-вторых, они активно используют свое тело для поддержания равновесия. Например, хвост служит им своего рода рулем, помогая корректировать положение. Их суставы невероятно гибкие, что позволяет менять положение тела в считанные секунды. А их позвоночник работает как пружина, компенсируя резкие движения. Представьте, что их тело постоянно подстраивается под наклон поверхности. Даже если один из выступов подведет, козел мгновенно перестроится и сохранит равновесие. И знаете что? Они никогда не делают поспешных шагов. Каждый их шаг – это результат тщательной оценки поверхности. Для них падение – это ошибка, которую они стараются не повторять. Как часто горные козлы падают? Хотя они выглядят как мастера скалолазания, даже горные козлы иногда падают. Причин может быть несколько. Иногда камень оказывается ненадежным, а иногда подводит погода. Скалы становятся скользкими из-за дождя или снега. Но самое удивительное в этих падениях – их способность выживать. Во-первых, козлы падают редко, потому что они невероятно осторожны. Во-вторых, их тело защищено от серьезных травм. Например, их толстая кожа и сильные мышцы частично смягчают удары. А их кости, хотя и кажутся хрупкими, невероятно прочные. Интересно, что козлы могут падать с высоты нескольких метров, перекатываться по склону и потом просто вставать, как будто ничего не произошло. Конечно, иногда такие падения заканчиваются травмами, но большинство из них учатся избегать опасных ситуаций. Каждый их шаг – это результат тысяч лет эволюции, и эта эволюция сделала их почти неуязвимыми. Горные козлы – это не только о спокойствии и осторожности. У них тоже бывают настоящие боевые турниры, особенно в брачный сезон. Самцы устраивают зрелищные битвы, чтобы доказать свое право на самок и территорию. Битва начинается с демонстрации. Самцы становятся друг напротив друга, демонстрируя размер своих рогов. Рога, кстати, это не только оружие, но и символ статуса. Чем больше рога, тем выше шансы на победу. Затем начинается схватка. Козлы разгоняются и сталкиваются лбами с невероятной силой. От удара можно услышать гулкий звук, который разносится по скалам. Но даже такие столкновения редко заканчиваются серьезными травмами. Их череп устроен так, чтобы выдерживать мощные удары. Но победа в бою – это не только сила. Здесь важно все – стратегия, выносливость и даже способность запугать противника. И когда победитель определяется, он получает все
и внимание самок, и уважение остальных козлов. Горные козлы выбрали скалы не только ради еды, но и чтобы быть недосягаемыми для хищников. Например, для волков и медведей. Представьте, как медведь пытается карабкаться по отвесной стене. Для него это почти невозможно, а для козла – обычное дело. Но это не значит, что они полностью защищены. Орлы – их главная угроза. Эти хищные птицы часто охотятся на маленьких козлят. Они могут выследить добычу, подняться в воздух и внезапно атаковать. Однако козлы умеют защищаться. Они стараются держаться на участках, где птицам сложно атаковать. А еще козлы невероятно внимательны. У них острый слух и зрение, которые помогают замечать опасность задолго до ее приближения. Если кто-то подкрадывается, они могут замереть, спрятаться в тени или просто уйти на более сложный участок скалы, куда хищник точно не доберется. Например, совершить невероятный прыжок веры. Прыжки горных козлов кажутся чудом, но на самом деле это результат идеального сочетания силы и техники. Их задние ноги – это настоящие катапульты. Благодаря мощной мускулатуре они могут прыгать на высоту до 2 метров, а также преодолевать пропасти шириной до 6. Не каждый хищник сможет последовать через такое препятствие. При этом их легкое компактное тело сводит к минимуму нагрузки на суставы. Их физика идеально настроена для таких прыжков. Мышцы задних ног работают как пружины, накапливая энергию и выбрасывая ее в нужный момент. Но не только ноги играют роль. Мощные мышцы шеи помогают поддерживать равновесие, а передние конечности принимают на себя часть нагрузки при приземлении. Каждый их прыжок – это выверенный маневр, в котором все тело работает как единое целое. Удивительно, но даже в прыжке они продолжают оценивать поверхность, чтобы приземлиться точно туда, куда надо. Горные козлы видят мир иначе, чем мы. Их глаза расположены по бокам головы, что дает им почти полный круговой обзор. Это особенно важно, когда нужно следить за хищниками или просчитывать маршрут. Но главное – это их зрение вдаль. Они могут видеть мельчайшие детали рельефа на расстоянии в несколько десятков метров. А теперь представьте, что вы стоите на краю обрыва. Что вы видите? Для нас такие скалы могут выглядеть однообразными, но не для козлов. Их мозг обучен замечать даже крошечные выступы, за которые можно зацепиться. А еще их глаза отлично работают в условиях низкой освещенности. Это значит, что они могут безопасно перемещаться даже на рассвете или в сумерках. Это зрение в сочетании с их интуицией делает их настоящими мастерами экстремального ориентирования. Представьте себе детство на отвесной скале. Для маленьких козлят это не просто приключение, а ежедневный экзамен на выживание. Уже через несколько часов после рождения козлята начинают вставать на ноги. Это жизненно важно, потому что их способность следовать за матерью напрямую влияет на их выживаемость. Мать показывает малышам безопасные маршруты, учит находить устойчивые выступы и контролировать свое тело. Для нас это кажется невероятным, но даже совсем юные козлята быстро учатся ориентироваться на опасных скалах. Этому помогает врожденный инстинкт. Кроме того, малыши невероятно легкие, что дает им дополнительное преимущество. Их падение будет не таким фатальным, как у взрослой особи. Но жизнь юных козлов полна вызовов. Они учатся выживать в суровом климате, добывать себе еду на отвесных склонах и избегать хищников. Представьте, как это – в несколько дней от роду учиться тому, чему у человека ушли бы годы тренировок. Мы привыкли думать, что горные козлы активны только днем, но их жизнь ночью – отдельная история. Когда солнце садится и скалы погружаются в темноту, для козлов наступает новое испытание. В ночное время их острое зрение становится главным союзником. Их глаза устроены так, что они способны видеть даже при слабом свете. Ночью горные козлы чаще двигаются по знакомым маршрутам, которые они запомнили до мельчайших деталей. Это своего рода карта памяти, которая позволяет избегать опасных участков,
даже если их не видно. Кроме того, в ночное время они становятся более осторожными. Хищники, такие как волки, часто охотятся ночью, и козлы об этом прекрасно знают. Поэтому они выбирают самые недоступные места для отдыха. Представьте, вы спите на узком карнизе, над пропастью, но для горных козлов это обычное дело. Когда мы говорим о диете горных козлов, многие представляют себе траву и кусты. Но их рацион намного разнообразнее, чем кажется. Во-первых, горные козлы обожают соль. Да-да, именно соль. Это не просто гастрономическое предпочтение, а необходимость для их организма. Чтобы добыть соль, они могут отправиться на сотни метров вверх к соляным залежам или даже к местам, где люди оставляют минеральные блоки для животных. Кроме того, они едят кору деревьев, листья и даже мхи, которые растут на скалах. Иногда они обгладывают минералы с камней, чтобы восполнить нехватку микроэлементов. И еще одна удивительная деталь. Горные козлы умеют точно определять, какие растения безопасны, а какие ядовиты. Это знание передается от поколения к поколению, и благодаря этому они редко травятся, даже в суровых условиях, где выбор еды невелик. На больших высотах погода может меняться мгновенно. Утром светит солнце, а вечером уже бушует метель. Начнем с шерсти. Зимой у горных козлов вырастает густой подшерсток, который отлично сохраняет тепло. Этот меховой костюм помогает им выдерживать морозы до 40 градусов. А летом, когда становится жарко, они линяют, сбрасывая часть шерсти. Но дело не только в шерсти. Они умеют искать убежище в естественных укрытиях, под навесами скал или в тени утесов. А еще их кровеносная система устроена так, что помогает регулировать температуру тела. Например, в жару кровь быстрее циркулирует в поверхностных сосудах, отдавая лишнее тепло. И самое интересное – их умение пить воду. В пустынных горных районах, где воды почти нет, они могут обходиться без нее несколько дней, получая влагу из пищи. Это настоящие мастера выживания. Как горные козлы общаются между собой? Горные козлы кажутся нам молчаливыми созданиями, но на самом деле у них есть свои способы общения. Они используют язык тела, звуки и даже запахи, чтобы передавать информацию друг другу. Например, если один козел замечает опасность, он может резко взмахнуть головой или переместиться в определенное место, подавая сигнал остальным. Остальные члены группы сразу считывают эти движения и готовятся к бегству или замирают, чтобы стать незаметными. Звуки тоже играют важную роль. Самки зовут своих козлят тихими, едва слышными звуками, которые не привлекают хищников. А самцы, наоборот, используют громкие блеяния, чтобы продемонстрировать свою силу во время брачного сезона. И, конечно, запахи. У горных козлов есть специальные железы, которые выделяют пахучие вещества. Эти запахи помогают отмечать территорию, привлекать партнеров или даже распознавать членов своей группы. Благодаря этому у козлов налажена система, позволяющая жить в суровых условиях и избегать конфликтов. Итак, что мы, люди, можем взять на заметку у горных козлов? Прежде всего, это их способность адаптироваться. Они не жалуются на сложности, а используют их в своих интересах. Когда жизнь ставит перед ними вызовы, они находят путь, чтобы выжить и процветать. Еще один урок – терпение и осторожность. Каждый их шаг выверен и обдуман. Мы могли бы научиться у них принимать взвешенные решения, особенно в сложных ситуациях. И, конечно, их умение балансировать. Не только на скалах, но и в жизни. Горные козлы показывают, что даже в самых экстремальных условиях можно найти стабильность и двигаться вперед. Каждый их прыжок – это пример того, как смелость сочетается с расчетом. И именно это делает их такими вдохновляющими.